Витаю, друзья, и здравствуйте, все добрые, адекватные люди. Не так давно я сделал ролик о самом доказанном и мощном средстве увеличения продолжительности и качества жизни. И средство это, как ни странно, доступно каждому человеку, потому что оно бесплатно. Но парадоксально, люди тратят много денег на какие-то сомнительные практики и добавки, в то время как это средство доступно «бери не хочу». И речь идет об ограничении потребления пищи на 15-20% от суточной потребности. В экспериментах на животных оно устойчиво показало увеличение продолжительности жизни приблизительно на 10-30%. И даже на приматах эти исследования частично подтвердились. Более того, 5 самых перспективных известных на сегодня средств – рапамицин, акарбоза, канаглифлозин, 17-альфа-эстрадиол и глицин отстают от этого метода. У людей пока что речь, конечно, не идет про плюс сколько-то там процентов жизни. Такие вещи проверяются десятилетиями. Но есть данные, что умеренное ограничение калорийности улучшает ряд показателей и снижает риски возрастных болезней. То есть реально может улучшать качество жизни. Поэтому, если и можно на сегодняшний день вообще говорить о каких-либо стандартах, то вот золотой стандарт замедления старения, безусловно, это ограничение калорий. Теперь, зачем я сделал этот ролик, если мы уже знакомы с таким фактом? А затем, что очень много вопросов возникло именно в ответ на информацию о 20% ограничении калорий. Многие считают, что хронический дефицит энергии приведет к истощению и смерти. Логика абсолютно верная на первый взгляд. Если вы находитесь в энергетическом дефиците, то организм выживает за счет запасов. Рано или поздно запасы кончаются и наступает истощение и даже смерть. Да, это справедливо, если не принимать в расчет фактора, который не лежит на поверхности. А дело в том, что энерготраты организма – это непостоянная величина. Наши тела могут адаптироваться к недостатку калорий. Прежде чем разложить все по полочкам, как это все работает, сделаю анонс. Вот в конце видео будет объяснение, почему большинство не пользуется этой доступной методикой, а продолжают болеть и страдать в старости. Важный момент, без которого это не сработает. Поэтому лучше досмотреть до конца. Теперь продолжим. Представьте себе, что у вас есть баланс. Сколько энергии пришло, столько энергии ушло. Вот так и живет организм. И вот вы уменьшили приход. Сначала да, возникает дефицит. Это правда. Вес может немножечко снизиться. Но организм не продолжает тратить энергию так, как ни в чем не бывало. Дело в том, что расход энергии – это не константа. Он умеет снижаться. И вот когда вы снижаете калорийность разумно, организм включает экономичный режим. Он уменьшает расходы. И дальше происходит самое важное. Расход уменьшается и становится равным поступлению энергии. Возникает состояние баланса. И, кстати, многие из вас это уже видели на практике, просто не связывали с этой идеей. Вот, например, вы начали держать дефицит, и вес пошел вниз. Все прекрасно, а потом вдруг вес остановился. И может возникнуть вопрос, почему я все делаю так, как раньше, а вес не уходит? Так вот, это и есть момент, когда организм догнал вас по расходу. Он снизил траты, и система вышла на новый баланс. Не потому, что у вас сломался обмен веществ, а потому что он адаптировался. Если объяснить вот совсем уже на пальцах, был человек, который тратил условно 2500 килокалорий. Он начал есть 2000. Да, какое-то время это был дефицит, но потом он стал легче, стал экономичнее двигаться, стал меньше жечь энергию в покое, и расход стал не 2500, а опять 2000 килокалорий. Все, дефицит исчез, остался баланс, только на более низком уровне. И вот здесь важно понять один нюанс. Экономичный режим – это не наказание, это просто способ выживания, который встроен в нас. Мы так устроены. И именно поэтому умеренное ограничение калорийности вообще возможно длительно, без истощения до смерти.
И что же делает организм, когда включает этот экономичный режим? Ну, во-первых, он начинает тратить энергию более эффективно. Это простая физиология. Чуть меньше лишних трат, чуть больше экономии там, где это возможно и уместно. Вы можете заметить небольшое снижение базовой температуры тела. Это типичный признак того, что обмен веществ подстроился под меньший приток калорий. И тело начинает экономить тепло. Вы можете заметить, что становится меньше суеты, меньше импульсивных движений. И это называется не ленивый, а экономный. Гормональная система тоже перенастраивается. Вот, например, щитовидная железа. Она тоже может немножечко сбавить обороты. И в первую очередь это касается уменьшения уровня активного гормона щитовидной железы трииодтиронина. Это один из способов, как организм уменьшает расход. И снова повторюсь, это не болезнь, а это адаптация. Это попытка сохранить функциональность, когда вы уменьшили приход энергии. И это не какое-то опасное состояние. Речь не идет о патологическом снижении функции щитовидной железы. Все в пределах нормы. Теперь давайте разберемся, что происходит на клеточном уровне. Очень просто, без непонятных терминов. Когда энергии много, клетка слышит сигнал. Строим, растем, размножаемся. Это режим роста. Когда энергии становится умеренно меньше, клетка слышит другой сигнал. Экономим, ремонтируем, убираем мусор. Есть один известный переключатель в клетке, который связан с ростом. Его называют mTOR-1 или механистическая мишень рапамицина. Когда много энергии, этот переключатель находится в режиме строительства. Но при этом накапливается и строительный мусор. Когда энергии меньше, он замедляет строительство, и клетка уже охотнее включает процессы ремонта и уборки. Уборка клетки называется аутофагия. Это утилизация поврежденных белков и кусочков клеточных структур. Это присуще всем живым существам. Когда организм переходит в экономичный режим, у клетки появляется больше поводов не только строить новое, но и чинить старое. Меньше ошибок, меньше белков неправильных, меньше мусора, меньше фонового воспаления, меньше нарушений работы иммунной системы. Снижение активности комплекса mTOR-1 – это точка приложения очень многих средств для замедления старения. Вот почему ограничение калорийности нам так интересно в этом контексте старения. Старение – это не одна молекула и не одна болезнь, это накопление поломок. И организм либо тратит ресурсы на бесконечный рост и на переизбыток не всегда качественных белков, либо часть ресурсов он может направить на ремонт. И если уже совсем коротко, что мы обычно видим вот в этом режиме ремонта? Первое. У многих людей улучшается чувствительность к инсулину. И это уже очень много значит, например, для здоровья сосудов, для обмена веществ. Второе, это снижается фоновое хроническое воспаление. Вот с возрастом у людей развивается хроническое системное воспаление. Один из фундаментальных механизмов старения. И это воспаление подпитывает атеросклероз, дегенеративные процессы в нервах, в мышцах и может вызывать проблемы с суставами. Когда энергия в дефиците, этот фон часто становится менее интенсивным. Третье. Меняется работа кишечника и микрофлоры. А микрофлора – это у нас и иммунитет, и обмен веществ, и даже настроение. Четвертое – та самая уборка клетки, то есть аутофагия. Меньше мусора, меньше проблем. Теперь важный момент, чтобы не было иллюзий и фанатизма. На людях мы не можем так же, как на мышах, взять и доказать, что будет существенная прибавка к жизни быстро. Для этого нужны десятилетия. Но на людях есть хорошие данные, что умеренное снижение калорийности улучшает ряд показателей здоровья и снижает риски для сосудов и обмена веществ. То есть логика в целом совпадает. Но, конечно, обещать плюс сколько-то процентов жизни человеку никто честно пока не может. И еще один момент. В видео про топ-5 лекарств против старения
мы познакомились с программой Национального института старения США, где у мышей годами тестировали десятки веществ в надежде получить прибавку к продолжительности жизни. И есть вещества, которые действительно работают, ну, например, рапамицин. Но если вы посмотрите на масштаб и на устойчивость эффекта, то ограничение калорийности в экспериментах часто выглядит сильнее и воспроизводимее, чем большинство молекул. Теперь вопрос, почему у одних людей экономичный режим действительно получается, а у других людей он превращается сначала в истощение, потом в срыв и, естественно, в откат. Потому что ключевое условие – это не просто меньше есть, это меньше энергии, но без дефицита нутриентов. Белок. Он обязателен. Ориентир не меньше, чем 1,6 грамма белка на килограмм массы тела в сутки. Это нужно, чтобы сохранять функциональность мышцы и восстановление. Чтобы это было не истощение, а настройка системы. Витамины обязательны. Микроэлементы обязательны. Клетчатка обязательно. Потому что иначе вы просто урежете все подряд и получите уже не экономичный режим, а большие проблемы. И сокращать нужно в первую очередь не нормальную еду, а пустые калории. То есть то, что дает энергию, но почти не дает какой-либо другой пользы. Например, сладкие напитки, ультрапереработанные продукты, выпечка, бесконечные перекусы, рафинированные гарниры, где в основном крахмал и минимум клетчатки. Например, белый рис. Я не говорю, что он яд. Я говорю, что это просто удобное место, где можно легко срезать калории, не потеряв витамины, микроэлементы и клетчатку. И, конечно же, движение. Но не в формате взять и убить себя кардионагрузками, а в формате сохранить мышцы. Потому что мышцы – это функциональность и это метаболическое здоровье. Это то, что вы хотите сохранить, если говорите о качестве жизни. И еще есть очень простой способ отличить экономичный режим от того, что вы реально ушли в истощение. Если вы стали постоянно мерзнуть, если у вас падает сила, если ухудшается сон, если вы раздражительны, если появляются проблемы с кожей и волосами, если снижается либидо, если вы все время думаете только о еде, это уже не про здоровую настройку. Это сигнал, что, наверное, вы перегнули палку, что вы урезали не только энергию, но и качество питания и восстановления. Повторюсь. Ограничение калорийности в смысле долголетия – это недоедание без недоедания. Если можно так сказать, конечно. То есть энергии чуть меньше, а нутриенты на месте. И если нутриенты не на месте, то это уже превращается в большую проблему. Поэтому я всегда говорю, что это метод не для всех подряд. Подросткам это, конечно же, не нужно. Людям с недостатком веса это не нужно. Беременным это не нужно. Людям, у которых есть расстройство пищевого поведения, это тоже не нужно. Я вот сейчас вам не даю какую-то диету, а просто объясняю механизм, чтобы вы поняли смысл и перестали бояться слова 20%. И вот теперь последняя часть, а она на самом деле самая важная. Кто-то сейчас напишет: ну и что тут нового? Меньше ешь, больше двигайся. Опять то же самое. Да, одно и то же самое. И все знают. И все знают, какие добавки бывают. И все знают, что надо спать. Все знают, что надо двигаться. Тогда ответьте, пожалуйста, почему же люди все это знают, но продолжают болеть? Если вы не знаете ответ, то отвечу я. Потому что знание и воплощение в реальную жизнь – это две разные вещи. Это такая же разница, как куча учебников и структурированное университетское образование. Куча учебников не сделает из вас специалиста, только системная работа. И да, это занимает время. А почему это занимает время? А потому, что у нас есть система вознаграждения. Есть стимул системы вознаграждения. Наш мозг любит то, что дает награду быстро, вкусно, много и, естественно, прямо сейчас. А здоровье – это награда отложенная через месяцы и, может, даже через годы. И здесь постоянно идет конфликт.
Верхний контроль, топ-даун, то есть смыслы, цели, решения. И нижние импульсы, bottom-up, привычки, стресс, автоматические действия, тяга к быстрой награде. И если ценность результата не стала для вас реально высокой, если она не перебивает эти импульсы, вы будете возвращаться к перееданию. Не потому что вы слабый, а потому что так устроена система. И вот почему насилием это не сработает. Вы потерпите неделю, 2, месяц, а потом будет откат. И это нормально. Так происходит у большинства. Работает все это только тогда, когда вы перестраиваете систему. Привычки, окружение, триггеры, питание, движение и сон. Так, чтобы правильные действия стали легче, чем неправильные. И чтобы долгосрочный результат начал выигрывать у краткосрочного импульса. И да, это как раз то, чем я занимаюсь. Это работа длительная. Это не совет на ближайшие 2 дня. А постепенная настройка человека, чтобы он не просто понял идею, а удержал ее годами. Без насилия над собой, без вечной борьбы и без постоянных откатов. Итак, главный вывод. 20% ограничения калорийности – это не жизнь в вечном дефиците. Дефицит превращается в баланс. Просто баланс устанавливается на более низком уровне, и организм включает экономичный режим. Если при этом вы сохраняете белок, микроэлементы, витамины и клетчатку, то это становится самым доступным инструментом, который вообще существует на сегодняшний день. По крайней мере, в рамках того, что мы видим в доказательных данных на животных и в направлении человеческих исследований.